ZR-25 – первый серийный чехословацкий трактор и одна из самых успешных сельскохозяйственных машин в истории этой страны. Он не только возделывал местные поля, но и широко экспортировался в другие страны Европы, где снискал себе заслуженную популярность. Друзья, всем привет! Сегодня знакомимся с легендой чехословацкого тракторостроения – трактором ZR-25. После окончания Второй мировой войны чехословацкая промышленность столкнулась с необходимостью создания недорогого, легкого и пригодного для массового производства трактора. Задача создания трактора была частью общего плана экономического восстановления страны. Ведущим разработчиком проекта стал инженер-механик Франтишек Мюзел из компании Зброевка Брно. Для создания работающего прототипа ему было предоставлено всего 6 месяцев. Название ZR придумал член экономического отдела Зброевки Ростислав Шапок. Оно образовано сочетанием транскрипции буквы Z, сокращенного от Зброевка, и окончания OR, от слова «трактор». Альтернативное объяснение связывает название с чешской фразой «земельдельский трактор» – сельскохозяйственный трактор. Первый пробный запуск прототипа был проведен 14 ноября 1945 года, а 15 марта 1946 года с конвейера сошли первые 3 опытных образца. Именно этот день считается официальной датой рождения трактора ZR-25. Серийное производство машин началось 7 августа 1946 года. Серия ZR-25 включала 3 основные модификации – ZR-25, базовая универсальная модель, ZR-25A, модернизированная модель, предназначенная для основной обработки почвы, вспашка, бронование и так далее, ZR-25K, модернизированная модель с увеличенным дорожным просветом и узкими задними колесами для междурядной обработки. Базовая модель производилась с 1946 по 1949 год. В 1949 году она была значительно модернизирована. ZR-25A получил улучшенную приборную панель, удобное мягкое сиденье, гидравлическую трехточечную навеску, которой не было в базовой модификации, блокировку дифференциала и регулируемую колею передних и задних колес. В качестве дополнительной опции предлагалась кабина. ZR-25K оснащался узкими высокими задними колесами и трансмиссией с цепным передаточным отношением. Модернизированные модели производились вплоть до 1961 года. Всего их было выпущено 158 570 единиц, из них 97 тысяч были экспортированы в другие страны. Трактор был оснащен двухцилиндровым четырехтактным дизельным двигателем ZR рабочим объемом 2,1 литра и номинальной мощностью 25 лошадиных сил. Двигатель имел жидкостную систему охлаждения, обеспечивающую устойчивую работу даже при продолжительных нагрузках. В качестве системы смесеобразования использовалась предкамерная схема впрыска топлива. Двигатель обладал степенью сжатия 18:1. Газораспределительный механизм имел верхнее расположение клапанов. Очистка воздуха осуществлялась посредством фильтра, работающего по принципу масляной ванны. Расход топлива достигал 5,2 литра в час. Объем топливного бака составлял 45 литров. Для обеспечения надежного пуска в условиях низких температур двигатель был оборудован системой предварительного подогрева. На тракторе устанавливалась механическая коробка передач с 6 скоростями вперед и 2 назад. Максимальная скорость движения в зависимости от модификации достигала 20-22 км в час. Особенностью ZR-25 было наличие блокировки дифференциала заднего моста, что было редкостью для тракторов того времени. Включалась блокировка специальной педалью. Тормоза были раздельные, отдельно на левое и на правое колесо. Это позволяло использовать их для улучшения маневренности, особенно при разворотах. Минимальный радиус поворота для базовой модели ZR-25 составлял около 5 метров, для ZR-25K чуть больше 6. Это обеспечивало отличную маневренность при работе в стесненных условиях и на небольших полях. Трактор был оснащен задним независимым валом отбора мощности со скоростью 540 оборотов в минуту при частоте вращения двигателя 1600 оборотов в минуту. Дополнительно трактор имел приводной шкив диаметром 251 мм, который позволял приводить в действие совместимое оборудование и стационарные машины. Трактор был длиной 3,2 метра, шириной 1,9 метра. Колесная база 1 метр 88 сантиметров, дорожный просвет 41 сантиметр.
Масса трактора была относительно небольшой, от 1800 до 2100 кг, в зависимости от модификации. Она обеспечивала хорошую проходимость при низком уплотнении почвы. Колея передних и задних колес регулировалась в диапазоне от 1,2 до 1,5 метра. Первые модели 1947 года не имели электрического стартера. На них использовались 6-вольтовый генератор и аккумулятор, предназначенные для работы освещения и предварительного подогрева камеры сгорания для последующего ручного запуска двигателя. Переход на 12-вольтовую систему произошел в конце 1949 года. В контексте мирового тракторостроения конца 1940-х годов ZR-25 занимал особое положение. В то время дизельная технология на тракторном рынке еще только начинала завоевывать позиции. В этом контексте ZR-25 с его двухцилиндровым дизельным двигателем представлял собой достаточно мощное, надежное, экономичное, но при этом доступное по цене решение. Основными сферами применения ZR-25 были вспашка, культивация и транспортировка грузов. Механизаторы отмечали надежность и простоту обслуживания машины. Несмотря на то, что многие экземпляры эксплуатировались более 60 лет, они часто продолжают работать и сегодня. Экспортная деятельность ZR началась практически сразу после начала серийного производства. Уже в 1947 году почти треть из 3500 произведенных тракторов была продана в Ирландию, Польшу, Данию и Бельгию. К концу 1947 года тракторы экспортировались в Данию, Нидерланды, Германию и Скандинавию. Общий объем экспорта составил более 60% от общего производства. В настоящее время сохранившиеся экземпляры ZR-25 пользуются большой популярностью среди коллекционеров и любителей сельскохозяйственной ретро-техники. Энтузиасты восстанавливают тракторы до первоначального состояния, и многие из них участвуют в различных исторических выставках и парадах. Для Чехословакии трактор ZR-25 стал символом послевоенного восстановления и технического прогресса. Созданный в рекордно короткие сроки, ZR был одним из немногих восточноевропейских брендов, которые успешно конкурировали на западном рынке. Надежный дизельный двигатель, хорошая управляемость, ремонтопригодность и универсальность сделали его незаменимым для сельского хозяйства. На этом на сегодня все. Если видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. Всем счастья, радости, любви. Пока!